А вы знали, что когда-то Apple были полноценными игровыми ноутбуками? И в одно прекрасное время они просто свернули не туда. Сегодня у нас ретро-обзор ноутбука от Apple. И это знаменитый PowerBook G4. До сих пор с живой батареей. Ему ни много ни мало 22 года, и покупался он больше, чем за $5000. В очень далеком году, в 2002, по-моему, или 2002 или 2003, уже не помню. Это из моей коллекции, старенький Power G4 на Джеффе 5200, и еще и самое интересное, здесь памяти 1250 мегабайт, то есть 1 гиг у нас стоит планкой, 256 стоит распаянной на плате. На нем можно было играть. То есть вы сейчас видите здесь Wolfenstein. Видите? Да? То есть можно побегать, да, там вся фигня. Ну, сейчас побегаем куда-нибудь. А, я вышел в менюшку. Лисичка, ну побегай куда-нибудь сейчас. О, можно побегать. То есть это реальный Wolfenstein. И на нем можно было поиграть не только Wolfenstein. Различные игрушки, которые мы сегодня о которых мы сегодня поговорим, даже StarCraft можно было играть, Age of Empires. Огромное количество. И это не простые, это даже не на Intel процессорах были ноутбуки. И, кстати, вот насчет титанового корпуса, так это вот этот вот ноутбук был из титана. Да, а младшие версии, которые были на младших видеокартах, они были, или, по-моему, этот из алюминия, а были титановые в 15 дюймах. Ну, короче, я вам сегодня много чего про них расскажу, и мы с вами посмотрим, что действительно ли он работает. А вот представляете, что он в 2025 году, он до сих пор даже интернет видит, и можно даже заходить сайты какие-то открывать. При его-то 1,5 гигагерца частоты, это просто невероятно. Что у нас тут было из вот таких вот коммуникаций? Ну, лисичка показывает. Смотрите, у меня даже здесь модемчик есть. Модемчик под телефонную линию. Есть LAN J45, кстати, были в старших версиях даже на 1000 мегабит. Есть Wi-Fi вот такие вот, да, то есть 400, ну, это Wi-Fi 400, 2 USB-шечки первых. У нас даже вот такой вот выход под мониторчик, но, к сожалению, знаете чего? Не заработал наш переходник на HDMI, не хочет он понимать его, поэтому будем снимать как есть. Даже отверстие под замочек Kensington есть. И вот такой вот у нас подсидючок. Знаете, как достается? Смотрите, это так прикольно, короче. Смотрите, ты берешь такой раз, он сейчас выстрелит. А ну, выстрелит, не выстрелит. А ну, блин, не хочет он его отдавать. Ну, по злому, короче, вот пока игра играет, не хочет. При том, что у этой версии даже родной Apple зарядник, который до сих пор работает, и еще есть, что самое немаловажное, это под родную европейскую вилку. Сейчас я вам покажу, смотрите. Под родную европейскую вилочку. Ну, вы представляете его стоимость тогда, к сожалению, сейчас это стоит очень дешево, и никому это все не надо. И знаете, вот сейчас вот, наверное, будет признание. И признание того, что я хейтер Apple. Все это знают прекрасно, кто давно подписан на мой канал. Но я не хейтер старых Apple. Я не хейтер вот такого вот Apple, который мог все. Я не хейтер тех времен, когда был Стив Джобс, когда были инновации, а не переклейка одного дизайна в другой. Когда мы делаем какую-то чушь, когда мы выпускаем никому не нужные мощности, на которых ни хрена делать нельзя. И делаем это все через эмуляцию. Извините меня, какой смысл? Это был прорыв в свое время. Сейчас прорыва нет. Ну, ладно, это все лирика. Но в какой момент Apple повернул не туда? В какой момент он стал выпускать маркетинговые ноутбуки, а не по-настоящему крутые ноуты игровые? Вот этот вот вопрос меня интересует. Но сегодня мы в этом всем разберемся. Сейчас мы с вами переходим и начинаем играть. Но перед этим, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Олды, все перекличечку в комменты. Давайте быстренько там пишем, мы олды тут. Я играл вот в 2002, в 2003 году, потому что у меня даже, смотрите, у меня даже игры сохранились, я в шоке. Короче, это из моей коллекции, ничего не могу, моя коллекция, мой ноутбук. Все, переходим. Ой-ой-ой, ну вот такой вот десктоп, да. Вот смотрите, если мы пойдем сразу
посмотрим об этом Mac, то мы видим, что здесь Mac OS X 10.4.11. Ну, кстати, в зависимости от конкретной модели, она поставлялась, грубо говоря, была с версией macOS 10.0, то есть была у нас 10.1 Puma, ранее Titanium и 10.4 Tiger. То есть здесь мы видим, что был максимальный такой вариант. А максимально, что здесь поддерживалось, именно 10.5 Leopard, версия 10.5.8 была последним обновлением, однако на менее мощных G4 с Leopard производительность могла быть низкой, то есть нужны были модели с частотой, которые 1.5, они даже на модели с частотой 867 МГц не выдавали, было 10.4 последнее. Но если пойти в More Info, мы видим, что это G4 12-дюймовый, PowerBook 6.8, PowerPC G4, CPU Type, да, там и 1,5 ГГц. Кстати, кэш второго уровня 512 килобайт и памяти здесь 1,25 гигабайт. Это был на самом деле, очень-очень крутой ноут. Вот знаете, такой прям прокачанный. Частота шины есть. Тут у нас ATA, в принципе, это диски и пошло-поехало. Очень плохо, что здесь не указана видеокарта. Разбирать, к сожалению, не буду. Здесь вот мы видим, что у нас тут серийные порты. Ага, вот, здесь стоит GeForce FX Go 5200. Но, чтобы вы понимали, максимально, что здесь было, это GeForce Go 6600. Из GeForce был GeForce 2 Go, GeForce 4 Go. 5200 это именно эта моделька на 64 мегабайта VRAM. И, кстати, 32 бит Color у него, 32 бита цвет. А также были версии на AT-картах. На AT был Mobility Radeon 7500, был Radeon 9000 и был 9700. Памяти здесь, как мы видим, DIMM1 встроенный 256 и добавлено еще один. DIMM 0 у нас 256, добавлено еще 1 гигабайт SDRAM. Кстати, PC 2700U. То есть вот очень неплохо на тот момент было, очень неплохо. Если говорить о его моменте того, что работает ли он на текущий момент полноценно, интернет он видит, он даже законнектился, вот, пожалуйста, с нашим, скажем так, роутером. Но, к сожалению, например, в том же самом каком-то, давайте Aquafox попробуем, вот есть у нас доп-браузер, в том же самом Safari интернет уже работать не будет. Так, у нас есть Aquafox, давайте введем google.com, с каким-то квадратом. Опа, Google, а работает-то? А давайте, слушайте, мне интересно, закрывает, видите, квадрат какой-то, не знаю, что это такое. Так, YouTube, сейчас мы, давайте, визите youtube.com. Видите, пишет неправильный security certificate. Давайте попробуем дату отредактировать. А нет, правильная дата. То есть нет, он просто уже все с сертификатами этими не дружит. А новостной сайт, например, открылся. Слушайте, что-то работает, уже приятно. Я так понимаю, что YouTube просто-напросто не откроется, потому что, конечно, чуть-чуть это все дело подтормаживает. Еще раз, YouTube попробуем. Ага, YouTube. Пытаемся открыть. Да ладно, слушайте, больше 20 лет ноут, он даже еще YouTube пытается открыть. Появился у нас, видите, окошки, сильно слабый процессор. Риск-процессоры были очень слабыми. Так, попробуем вбить Технозон. Тут нам лисичка присоединилась к обзору. Ей тоже интересно, как я работал 22 года назад, да? С какой скоростью? Тогда не такие сайты были, подожди. Сайты-то выглядели по-другому. Давай откроем какой-нибудь очень старый сайт. Не, видишь, не хочет он работать. Он не вытягивает. Тихо, Технозон.инфо. К сожалению. Мы все понимаем. Кстати, подробности открыл. Красавчик. Да, он или ты? Он открыл. А ну-ка, Технозон.инфо, наверное, его не потянет, да? А мне кажется, должен. Не потянет. Подожди, не делай выводы рано. Очень рано, не делай выводы. Не потянет, я тебе говорю. Ты представляешь? Да ладно, слушай. Прикинь, 22 года или 23 даже этот ноутбук открывает мой сайт. Это просто очень крутой сайт. Видишь, он, конечно, весь искореженный, видишь. То есть, но все равно сам факт, он работает. Можно новости почитать? Да, нельзя, он не заработает. Но тут неудивительно. Дело в том, что скорость, с которой он работает, а я не знаю, HTML5 он, наверное, не поддерживает. То есть, если я, грубо говоря, войду на свой тестовый сервер
то он, скорее всего, просто-напросто не вытянет HTML5. О, подожди, что-то загружается. Неужели мы спид-тест сделаем? Нет, не сделаем. Шанс был. Шанс был, да. Но давайте так. Здесь все-таки стоял встроенный 802.11b AirPod. Позже они уже перешли на стандарт 802.11g. Но и даже здесь, что самое интересное, был 100 мегабитный интернет. А позже уже даже 1000 мегабитный ставили. В принципе, давайте мы уже перейдем к игрушкам каким-то. Тут больше нам смотреть нечего, потому что... знаете, что я еще хотел вам показать? Смотрите, если мы нажмем Software Update, он, собака, еще и что-то апдейтит. Я вообще в шоке. Я в шоке просто-напросто, смотрите. Опа! Java, да ладно, но это очень старый апдейт. Само собой, никто ничего апдейтить не будет. По поводу игр. Игровая среда, в принципе, этого ноутбука, ну, во-первых, давайте учтем, что здесь у нас монитор именно на 12-дюймовый 1024 на 768. Максимально, что я видел, это было 1440 на 900 на 17-дюймовых версиях. Но игры здесь не разрабатывались, а портировались. У меня здесь установлено огромное количество игр. Ну, давайте, например, что Alien vs Predator 2. Но он будет просить диски, дай мне диски. Есть у меня диски, кстати, на Alien vs Predator. Я уже не помню. Я его достал, когда сразу решил вам отснять. О, Alien vs Predator, у меня даже есть. Он записан на диск, он понимал даже левые диски. Смотрите, мы можем вставить. Так, вот так вот у нас открывается. Это доставать, его просто вставляем, и он заезжает. Ну слушай, снимай, возьми телефончик, сними, как я вставляю диск. Это красиво смотрится, смотри. Опа, он его схавал, прикинь. Я в шоке вообще. В основном игры портировались сюда. Вот это вот была основная проблема, потому что крупные студии не хотели писать отдельный код для RISC-процессоров. Потому что RISC-процессор это все-таки немножко другая архитектура. И нативной разработкой никто не занимался. Из таких тайтлов, которые были портированы, ну вот мы ждем, пока запустится, ну мы понимаем, да, что он так запускается весело. Вы видели графику какую? Короче, были портированы, если брать из тайтлов шутер от первого лица, там самый известный, Doom 3, Quake 3 Arena, Quake 4, Unreal Tournament 2004, Call of Duty, Halo, кстати. Слушайте, вот вы прикиньте, давайте сейчас меньше, надо громче сделать, чтобы люди слышали. Здесь-то звук был. Вы поняли? Вообще запускается. Потом из стратегий. Цивилизация 3, Цивилизация 4, Warcraft 3, StarCraft, кстати. Потом из ролевых у нас было Neverwinter Night, Baldur's Gate 3, Star Wars. Это у нас были рыцари Старой Республики, Diablo 2 классический. Ну, из других жанров даже там. The Sims, SimCity 4, Tony Hawk's Pro Skater, World of Warcraft. Именно старые версии. Давайте. Да, Симсы были. Ну и очень много. Ну вот Alien vs Predator. Но дело в том, что производительность игр значительно варьировалась. Пока оно загружается, я вам расскажу. Новые графические требовательные игры часто с трудом вообще работали плавно. Собственно, с PowerBook G4 с более медленным процессором или менее мощной интегрированной графикой вообще очень много чего отказывалось работать. Кто играл в эту версию? Я, кстати, эту игру проходил. Это вся яркость. Да, это вся яркость. Ну, представляешь, 25 лет монитору, 23 года этому ноутбуку. Меня ну, слушайте. еще не было. Да, тебя еще не... Как это тебя еще не было? Слышишь, ты коза. Ты сейчас рассказываешь. Не, ну ты лисичка, а не коза. Слушайте, но при этом, ребят, это лучше, чем на новых маках вообще. Опа, давайте взламываем. Я помню эту игру, я проходил, прикинь. Я ее полностью проходил. Шо? Да. Огонь. Сейчас, подожди. Сейчас мы прицелимся. Как с этим пользоваться? Как этим пользоваться? А говоришь, помнишь. Да ну я играл в нее 20 лет назад. Ну ты шо? Короче, мы постреляем сейчас. Давай его пристрелим к чертовой матери. Это свой. Да? Ну, mission failed. Все. Hexen 2. Сам факт того, что такие игры шли, он был уже классный. Но видите, как у нас получается... Hexen 2. Боже, я в нее не играл тоже очень много лет. Паладин. Видите, как получается. Все-таки вот эта вот ветка RISC процессоров, она была очень тупиковая.
Здесь получается вот таким вот образом. О, видели? Знаменитые Doom-подобные игры. Она была тупиковая из-за трудностей разработки. Грубо говоря, сами по себе известные студии, они отказывались от разработки нативной и все-таки занимались портированием. Когда все поняли, что риск процессора имеют свое ограничение уже, да, по производительности, да, и новые какие-то тайтлы уже не могли быть портированы, а Apple своим приоритетом в аппаратном обеспечении пошла в сторону дизайна и маркетинга. А ну иди сюда. Ну все уже поняли, да, что это за игра, короче, Hexen 2. Кто играл, кстати, пишите, кто играл в эти игры. Они же все практически были на писюках, поэтому можно было играть. Диабло, сколько часов было проведено за этой игрой. Это шедевральная игра, и для тех, кто не играл в нее, вообще мне вас жалко. Я бы родился еще раз, чтобы вырасти и пройти ее еще раз. Я вам серьезно говорю, я проходил ее полностью много раз. Мой любимый перс был лучники, и прикиньте, здесь этот Диабло был. Кстати, здесь был Диабло 2 тоже. Экран, конечно, не сильно яркий, уже все-таки свое взяло время, поэтому, ну, под прямым углом еще более-менее. Но Diablo 2 равно Diablo работает. A long time ago in galaxy far, far and far away. Опа! Jedi Knight. Это, вы помните, да, в рыцаре джедаев? Я тоже эту игру проходил полностью. От начала до конца. Вообще топовая тема. Смотрите, какой графончик. Слушайте, на тот момент это прям вот было топово. Здравствуйте. Здравствуйте. Где тут еще? Да иди сюда, блин, что ты мельтешишь? Не мельтеши, дружище. Я не знаю, напишите, кто проходил. Вообще, эта серия была шедевральная, пока... О, все, да, с добрым утром, Буратино. Давайте, кто там еще у нас идет? Давай, сейчас мы тебя... Это я вот нагло так всех буду электрошокером долбить. Боже, эти звуки. Но при этом это действительно еще и достойная графика, нормальная, я вам скажу. Без тормозов. Да, без тормозов. Ну, правда, на 1024 на 768. Ой, я в нее зачем-то стреляю. Макс Пейн. Ну так вот, пока он грузится, немножко еще вам расскажу. Смотрите, приоритет они, грубо говоря, отдавали исторически именно конкретно дизайну, маркетингу и как профессиональные творческие приложения, редактирование видео, графический дизайн. То есть фактически они ушли от стремления к абсолютно передовой производительности GPU, и уже после перехода, даже после перехода на, допустим, те же самые, здесь у меня нет сохранений, на те же самые Intel процессы, они отдавали предпочтение не самым мощным решением. И, в принципе, игровые студии не пошли уже следовать за Mac-индустрией, а уже смотрели больше в сторону именно Windows совместимых компьютеров, на Intel, на AMD и на тому подобных компах. Потому что все-таки тормозить свое развитие игровая индустрия точно не хотела. Макс Пейн, старая графика, квадратная, но столько ностальгии вообще в этой игре. Надо чуть тише сделать, сильно громко. Вообще вся эра вот этого строения пауэрбуков, к сожалению, закончилась в 2005 году. То есть, потому что именно в 2005 году был объявлен первый Intel, грубо говоря, Mac, который вышел. И, в принципе, завершилось все примерно в 2006-2007 годах. Вот именно когда закончилась эра PowerBook G4. Ну и пока опять грузит, задолбал уже грузить, я вам скажу. И Apple совершил одну самую крутую ошибку в своей жизни. Они решили, что не нужно перекомпилировать игры на Intel, которые они выпускали. Давайте это все пропустим, задолбало уже. Как это выключить? Давайте уже саму игру включим. О, Нью-Джерси. Те, кто помнит, как выглядел Макс Пейн 1, вот он, пожалуйста, в первозданном виде. Так вот, они решили не перекомпилировать, они думали, что они смогут запускать медленно через слой эмуляции Rosetta, но это, по сути, и создало препятствие для разработчиков и временное снижение доступности игр, из-за чего сами по себе разработчики и забросили разработки игр под Маки. Вот почему сейчас Маки у нас и, грубо говоря, любые Маки, ноутбуки, они без игр фактически. Даже на текущий момент они сами создали себе ситуацию. Ой, смотрите, с замедлением. Они сами создали себе, опять же, препятствие после того, как начали студии смотреть в сторону Intel решений от Apple, они опять перешли на ARM процессы. На ARM процессах не все так просто вообще с портированием игр, что мы, в принципе, на рынке и видим.
Quake 3 Arena, я не знаю, ну, само собой, сейчас нет, к сожалению, уже там сетевой игры, и куда-то подключиться на какой-то сервер я навряд ли смогу. Для того, чтобы показать, насколько круто я умею в Quake 3 играть, а играл я в него когда-то часами. Я не знаю, если вы не играли в Quake 3, то, блин, где вы вообще, кто вы вообще, малолетки? Идите отсюда вообще с этого канала. Для тех, кто играл в Quake 3, для вас это видео и создавалось, да, там, то есть, а где вообще бот? Бот же где-то должен бегать, я должен его пристрелить хотя бы разочек для своих зрителей, иди сюда. Ой, у меня все закончилось, на тебе. Все, you have taken the lead, все помнят эту фразочку. А ну, иди сюда, на. Yeah, 3 frags left. Блин, классная игра, слушайте. Действительно, раньше были игры с душой культовые, а сейчас такое себе. Давайте пока следующую грузим. Я вам, ну давайте, а что мы сейчас выберем? У нас есть тут Wolfenstein, есть Fallout 2, StarCraft есть. А ну давайте StarCraftик запустим, что ли. Где тут диски мои со StarCraft'ом? Они 100% есть. Brood War. А, ну, у меня, видите, диск StarCraft Brood War. Вставили. Не хочет мой Brood War запускаться, StarCraft. Но знаете, на что я обратил внимание? Что у меня здесь до сих пор работают Microsoft Excel и Microsoft Word. Представляете, 23-летний, это был Excel Mac, на тот момент официальный, 2008 года. Ну, само собой, он уже был выпущен позже для Mac OS X, чем произведен этот компьютер. Кстати, надо достать Brood War. Вот, пожалуйста, у нас заработал Word, и он, я же говорю, этот ноутбук заткнет еще половину бюджетных ноутбуков, которые есть у нас вообще, скажем так, на текущий момент на рынке, допустим, бэушных. Да, интернет здесь уже такое себе дело, но документы печатать он сможет. Он сможет, смотрите, он с Excel работает, да, там не будем сохранять. Давайте. Ну так реально, он смотри. Он, не, это там же он еще с формулами очень тяжело работал в 2008 году. Именно с рекалькуляцией Монте-Карло он совсем тяжело работал, поэтому давай не будем насиловать, но сам факт того, что это есть. Вообще у меня здесь очень много чего установлено. Смотрите, Warcraft 2, Warcraft 3, что там еще есть у нас? Command and Conquer, блин, кто играл в Command and Conquer? Это ж просто, Это да, это все игры, вот это у меня установлены все игры. Но, слушайте, давайте пока Command and Conquer грузится, я вам расскажу. Дело в том, что все вообще переориентировало для Apple в 2007 году, когда запустился iPhone, то есть App Store в 2008. Фундаментально изменилось отношение Apple к играм, грубо говоря, мобильные игры стали невероятно популярны, и Apple стала доминирующим игроком, в принципе, на этом огромном рынке. Хотя эти игры другой сегмент, но именно на них они сделали ставку по сути. А игры на macOS продолжились, но как ниша. То есть они не исчезли. Портирование продолжалось, особенно после того, как переход на Intel устоялся. И разработчики такие, как там Feral Interactive, Asper, там по-прежнему были активны. И Apple предпринимала усилия что-то сделать, но не особо у них получалось абсолютно. Для них это просто-напросто для самих разработчиков оставалось меньшим рынком, чем, допустим, Windows машины. Но при этом я вам скажу такую вещь. Недавние усилия, такие как Metal 3, Game Porting Toolkit, немножко продвинули Apple в игровых каких-то моментах, но все равно очень сильно отстает от решений на винде. Давайте какую-то миссию запустим. Кто помнит CNC? Кто помнит CNC? А ну расскажите мне, пожалуйста. При том, что больше они делали упор на Apple аркады и тому подобные сервисы, фактически лишая пользователей Apple, да, каких-то серьезных тайтлов. Так, а ну давай. Шимкен ДМЗ. ДМЗ. Операция Black Rain, черный дождь. А ну давай. Ну давайте уже, ну пожалуйста. Нет, ну здесь не... Смотри, видишь, протормаживает она. Да. Слабоват. Хотя и совместимость... Вот смотри, видишь, ты ее... Да. То есть она сейчас раздуплится, не раздуплится, сейчас посмотрим. Ну смотри, что-то стреляет, Command and Conquer. Но это Command and Conquer генералы.
Не, оно все такое, видишь, они замедленно падают, короче, Да-да-да. все-таки, да, все-таки игра в тормозах идет. Да. Игра в тормозах, но это уже были издержки, тут, как мы понимаем, тут нужна была более мощная версия, 17-дюймовый, либо Или это просто для медленных игроков. Это для таких, как ты? Ага, нет. Да. Слушайте, тут бесконечно можно показывать игры. Age of Empires 2. А он у меня запустится без диска или нет? А ну, сейчас попробуем. А, не, он будет пробовать CD-ROM. Давайте попробуем еще... О, Герои 3. Герои 3. У меня есть Гарри Поттер здесь, кстати. Цивилизация 3. У меня здесь огромное количество игр. И действительно, на тот момент это был невероятно крутой компьютер. И винда на тот момент, она, откровенно говоря, даже отставала. Очень сильно отставала в каких-то моментах. Ну давай, новая игра. Мультиплеер. Какой мультиплеер? Ты шо? Ну какой мультиплеер? Apple TCP/IP. Кто играл по TCP/IP? Ну, к сожалению, видите, у меня диска Heroes 3 нету, не сохранился. Кто играл по TCP/IP? А ну-ка, признавайтесь, давайте, пишите. Тут даже, кстати, Microsoft PowerPoint есть. Alien vs. Hexen 2. Что мы еще тут? Doom Legacy. Ну давай Doom Legacy. Уже такой закончим на нем и потом пройдем, прорезюмируем, потому что в Doom я проиграл тоже. А ну сейчас попробуем. Старые работают коды. Он именно на Apple. Я не помню. А ну сейчас синглплеер. Коды помнишь? IDD QD, IDK IFA. Ой-ой-ой. Блин. А ну давай. IDD QD. Нифига, ну подожди. IDKFA. Не работают. Зато здесь работает маус-лук, прикиньте. Маус-лук работает. У меня на винде когда-то не работал. Ну ладно. Ну, очень быстро он как... Ой, я что-то ружьишко взял какое-то. А куда здесь? А как здесь выходить? Кто помнит? А, все, вспомнил, господи. Все, взяли эту штуку. Слушайте, ну он прям быстро-быстро работает. А как было вообще открытие дверей сейчас? А, пробелом, да, все, вспомнил. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте, тетя. Ну, тети здесь нету. Давайте, поехали. Слушайте, прям вот воспринимается как Quake. Вот помните, кто помнит Quake первый, да? Вот воспринимается точно так же. С учетом того, что есть маус-лук, вообще отлично. Ну, давайте попробуем еще одну какую-то. Вот, The Lord of the Rings. Видите, он даже поддерживал более высокие разрешения с full-screen anti-aliasing. Попробуем. Если «Властелин колец» запустится. Ну, вообще, такие классные игры. Это такой классный ноут. В том, что у него еще батарея работает. То есть, вы вдумайтесь, я сейчас отодвину, смотрите, я сейчас убираю зарядку, в нем еще батарея работает. То есть, она, кстати, держит порядка получаса. Это для меня вообще какой-то такой нонсенс, что батарея еще хоть как-то, сейчас мы выставим чуть камеру, что батарея еще хоть как-то работает. EA Games Challenge Everything. Ну, давайте. New Line Cinema, да, вот это тоже, кстати, The Lord of the Rings тоже притормаживает. Потому что тоже он был достаточно сильный и рассчитан был уже на 15-17 версии с более мощными видеокартами. Ну, давайте мы ждем, пока он загрузится. Если он загрузится, я вам итог подведу. Ух ты, какая графика. Смотри, какая графика для того времени. Вау. Короче, PowerBook G4, он был способной машиной для своего времени, работавшей под управлением различных версий macOS X, по сути, и поддерживающий выбор портированных игр. Написанных игр под него не было. Подход Apple к играм заключался скорее в содействии в портировании и следующему доминированию в сфере мобильных игр, чем в прямой конкуренции на рынке высокопроизводительного игрового оборудования на ПК. То есть, по сути, они пошли другим путем. Как это делали многие производители Windows. Переход на Intel стал важным моментом, когда игровой ландшафт Mac пришлось перестраивать на новой архитектуре, но, к сожалению, ничего у них так и не вышло. Вот как это все? Ну, короче, ребят, давайте заканчивать наши игры. Не хочет пропускать. И перейдем уже с вами попрощаемся. Слушайте, в качестве выводов скажу, этот ноутбук действительно невероятно крут. Я не могу сказать, что я сейчас рекомендую, потому что это ретро-обзор. Это было приятно. Пишите побольше комментов. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.